Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания! Если бы мне, ведущему маркетологу с десятилетним стажем, сказали, что я закончу свои дни в куче подозрительно пахнущей ботвы, я бы рассмеялась этому человеку в лицо. А потом урезала бы ему бюджет на рекламу. Но факт оставался фактом. Ботва была реальной. Последнее, что я помнила из своей нормальной жизни, это зеркальный лифт нашего бизнес-центра. Мы ехали на минус первый этаж. Я и Анна. Анна наш HR-директор. Женщина с грацией гильотины и эмпатией налогового инспектора. Мы ненавидели друг друга так искренне и преданно, как могут ненавидеть друг друга только люди, вынужденные делить один кабинет с панорамными окнами. Я считала ее сухой, помешанной на контроле стервой, которая душит креатив, а она считала меня безответственной выскочкой, которая пускает бюджеты на ветер. В лифте Анна как раз открыла рот, чтобы высказать мне очередную претензию. Как вдруг трос оборвался. Скрежет, чувство невесомости, визг Анны и темнота. А потом ботва. Я застонала и открыла глаза. Панорамных окон не было, зато была деревянная крыша с пучками сушеных трав, кривой прилавок и запах такой ядреной органики, что мои легкие, привыкшие к кондиционированному воздуху, устроили забастовку. Я попыталась встать и тут же запуталась в подоле. На мне было платье, грубое льняное платье, которое сидело на мне, как чехол на танке. «Так, Вика, дыши», — пробормотал я, отряхивая юбку от земли. «Это стресс или кома?» Я выглянула в окно. Точнее, в кривую дыру в стене. Передо мной раскинулась грязная, немощенная улица. Мимо проехала телега, запряженная существом, смутно напоминающим лохматую корову-переростка. Возничий, одетый в какие-то лохмотья, смачно плюнул прямо на дорогу. «Целевая аудитория — просто кошмар», — профессионально оценила я. Я оглядела помещение, в котором находилась. Полки, корзины, немного сморщенной картошки, какие-то вялые корнеплоды и вывеска над дверью, над которой кривыми руками было нацарапано «Овощи Виктории». Значит, я владелица овощной лавки в каком-то средневековом захолустье. Прекрасно. Дауншифтинг прошел успешно. И вдруг с улицы донесся крик. Не просто крик, а хорошо поставленный командный рык, от которого у меня по старой памяти выпрямилась спина. «Я вас спрашиваю, кто утверждал этот график распределения навоза? Вы что, не понимаете концепцию оптимизации ресурсов?» Я застыла. Нет, только не это. Только не говорите мне, что Вселенная обладает настолько изощренным чувством юмора. Я выбежала из лавки, путаясь в дурацкой юбке, и помчалась на этот звук. За углом возле покосившегося забора раскинулось поле, и посреди этого поля стояла она, Анна. На ней было такое же уродливое крестьянское платье, как и на мне, только зеленого цвета. Она стояла по щиколотку в грязи, уперев руки в боки, и отчитывала троих перепуганных мужиков с вилами. «Вы нарушаете субординацию», — вещала Анна, потрясая кулаком. «Где ваш руководитель? Кто здесь старший менеджер по аграрным вопросам?» Мужики жались друг к другу, крестились и явно принимали ее за демона, требующего жертвоприношений. «Анна Николаевна?» — позвала я, чувствуя, как дергается левый глаз. Она резко обернулась. Ее идеальная укладка исчезла, волосы были заплетены в растрепанную косу, а на носу красовалось пятно грязи. Она уставилась на меня так, словно я была налоговой проверкой, явившейся в пятницу вечером. «Виктория?» — выдохнула она. «Это все ты! Ты нажимала кнопки в лифте!» «Я пыталась вызвать диспетчера, ненормальная.
Возмутилась я, подходя ближе и стараясь не наступить в общем, в удобрение. Где мы вообще находимся? Откуда мне знать? Рявкнула Анна, прогоняя мужиков нетерпеливым жестом. Те с облегчением бросились на утек. Я проснулась полчаса назад в свинарнике, буквально. Ко мне подошел какой-то дед, назвал меня хозяйкой фермы и потребовал план посевной. А у меня нет плана посевной, Виктория. Мы стояли друг напротив друга посреди грязного поля. Две современные женщины, два заклятых врага. В мире, где, судя по запаху, еще не изобрели мыло. Значит так. Я скрестила руки на груди, пытаясь включить режим кризис-менеджера. Мы живы, это плюс. Ты фермерша, я владелица овощной лавки, это минус. Нам нужно... Нам нужно держаться подальше друг от друга, отрезала Анна ледяным тоном. Я не собираюсь терпеть твою некомпетентность еще и в этой реальности. Я подниму эту ферму с колен. Я внедрю здесь систему штрафов и премий. А ты иди торгуй своей гнилой картошкой и постарайся не обанкротиться до конца недели. Ах так, вскипела я. Ну и отлично. Ноги моей не будет на твоем убыточном предприятии. Я гордо развернулась и зашагала обратно к своей лавке. Зайдя внутрь, я с силой захлопнула хлипкую дверь. «Идиотка!» – пробормотала я вслух. «Ненавижу!» «Дверью-то не хлопай! Не на шарнирах поди, а на честном слове держится!» Раздался ворчливый голос из-под прилавка. Я завизжала и схватила самую твердую на вид редьку, готовясь дорого продать свою жизнь. Из-за корзины с луком вылез дед. Размером примерно с табуретку. Он был одет в холщовую рубаху, подпоясанную веревкой, и носил бороду такой густоты, что в ней можно было спрятать небольшое государство. Глаза у него были маленькие, колючие, как у вахтера, которому не показали пропуск. «Ты кто такой?» – пискнула я, замахиваясь редькой. «Кто-кто? Пых я! Домовой тутошний!» Дед, кряхтя, забрался на табурет и неодобрительно посмотрел на меня. «А ты, стала быть, новая хозяйка! Тьфу, срамота! Тощая, бледная, орет, как резаная, и энергетика у тебя гнилая. Вот стоишь тут, злишься, а у меня от твоей злобы морковь вянет». Я опустила редьку. Маркетолог во мне быстро сопоставил факты. Говорящий карлик называет себя домовым, жалуется на энергетику. «Подожди, ты реальный домовой?» – просила я, стараясь говорить спокойно. «А какой еще? Игрушечный?» – огрызнулся Пых. «Положи овощ на место, женщина. Не порти товарный вид. И без того торговля ни к черту. Прежняя хозяйка, царствие ей небесное, хоть прибиралась иногда, а ты вошла и сразу дверью хлопать и ругаться. Соседка уже сцепилась, я слышал». «Она не соседка, она стихийное бедствие», – буркнула я, возвращая редьку на полку. «И вообще, Пых, раз уж мы теперь живем вместе, введи меня в курс дела. Какая тут покупательная способность, какая маржинальность и что у нас с конкурентами?» Домовой почесал бороду, явно не понимая ни слова из моей тирады, но интонацию оценил. «Значит так, стрекоза, денег в кассе 3 медных гроша. Жрать нечего. В стране засуха, налоги драконовские, а овощи у нас одно название. Если до конца луны не заплатим гильдейский сбор, лавку отберут, а нас с тобой на улицу выкинут». Я глубоко вдохнула. 3 медных гроша, засуха, никакого интернета, никаких соцсетей и рекламы. «Пых!» – я посмотрела на домового. «Ты даже не представляешь, с кем связался. Мы не просто заплатим этот сбор. Мы устроим этому городу такой ребрендинг, что они умолять будут продать им нашу картошку. А теперь тащи тряпку. Нам нужно отмыть витрину». К вечеру следующего дня я была готова продать свою душу за чашку нормального кофе.
Но здесь кофе, похоже, считался роскошью, доступной только королям и очень удачливым разбойникам. Вместо него Пых заварил мне отвар из сушеной коры, который по вкусу напоминал мокрый картон. «Пей!» – буркнул домовой. «Силы беречь надо. Завтра день рыночный. Если завтра ничего не продашь, послезавтра будем есть кору, уже без отвара». Я посмотрела на свои руки. Они были в мозолях, грязные под ногтями, а ногти обломаны. Мой маникюр, над которым я в прошлой жизни тряслась, как над святыней, остался где-то в другом измерении. «Пых», — сказал я, — «а почему люди здесь такие вялые?» «А чему радоваться? Земля сохнет, налоги растут, в ратуше одни воры сидят. Люди живут, чтобы не помереть, а не чтобы жить». Я прищурилась. Люди живут, чтобы не помереть. Идеальная рыночная ниша. Им не нужно качество, им нужны эмоции. Им нужно продать надежду, завернутую в красивую обертку из дефицита. «Завтра, — сказала я, — мы меняем стратегию. Никаких вялых корнеплодов. Мы создаем бренд «Здоровье Оквуда». «Чего-чего?» — переспросил Пых. «Завтра поймешь. А теперь помоги мне передвинуть прилавок ближе к центральному проходу и найди кусок ткани, желательно поярче». Наутро рынок Оквуда выглядел как декорация к фильму про упадок цивилизации. Толпа хмурых людей в серых одеждах вяло перемещалась от лотка к лотку. Никто не улыбался, никто не спешил. Я разложила свой товар. То, что выглядело вчера как гибрид редиски и депрессии, сегодня стараниями Пыха, который обладал какими-то навыками ускорения роста, смотрелся чуть бодрее. Я выставила лучшие овощи на первый план, а вокруг них развесила ту самую найденную ткань. Кусок старой красной скатерти. «Эй, почтенные!» — кричала я, переходя на свой лучший командный голос. «Слышали вы о корнеплодах с фермы «Солнечный холм»?» Толпа застыла. Кто-то остановился. «Мой партнер, лучший агроном в этих землях, создала овощи, которые дарят бодрость на неделю вперед». Я схватила самую крупную свеклу, отполировала ее до блеска рукавом и подняла над головой как драгоценность. Это не просто еда. Это источник энергии для тех, кто хочет пережить этот засушливый сезон. «Почем?» — спросил мужик в дырявом зипуне. «Всего 2 медных за штуку», — выпалила я. «Но только сегодня в честь открытия». Успех был ошеломительным. Люди здесь настолько изголодались по чему-то яркому и необычному, что мои «премиальные» в кавычках овощи улетали, как горячие пирожки. К обеду прилавок был почти пуст. «Ты ведьма!» — проворчал Пых, считая медные монеты. «Так заговорить народ, а товар-то самый обычный». «Это называется маркетинг, милый мой Пых», — подмигнула я, чувствуя, как внутри расцветает забытое чувство профессионального триумфа. В этот момент в толпе наметилось движение. Воздух стал плотным, как перед грозой. Люди расступались. По улице, гордо подняв голову, шла Анна. Она выглядела ужасно. Волосы прилипли к лицу, платье было покрыто слоем пыли, но в руках она держала нечто похожее на чертеж. Нет, это была деревянная конструкция, странно перекошенная. Она остановилась прямо напротив моего прилавка. Ее глаза, горевшие яростью, встретились с моими. «Виктория», — произнесла она, — «нам нужно поговорить. Срочно». «О, Анна!» — я широко улыбнулась, стараясь не выдать свое замешательство. «Покупатели, полюбуйтесь, это мой главный поставщик. Вы только посмотрите, как она усердно трудится на полях ради вашего здоровья». Анна застыла. Ее челюсть опасно сжалась. Она явно хотела что-то сказать, но вокруг начали шептаться люди, глядя на нее с нескрываемым уважением. «Овощи Анны лучшие в Аркадии», — добавила я, решив поиграть в командную игру. «Правда, Анна?» Анна медленно перевела взгляд с меня на толпу,
потом на прилавок. Она поняла, что я сделала. Я пропиарила ее ферму, тем самым привязав ее к своему успеху. Теперь она не могла просто отделиться. «Да», — процедила она сквозь зубы, — «лучшие. И у меня есть новости, которые изменят правила игры для нас обеих. Ты же не думала, что это продлится долго?» «Я думаю», — ответила я, — «что мы застряли с тобой в этой реальности вместе. И если мы не хотим сдохнуть в этой дыре, нам придется заключить сделку». «Я слушаю», — сказала Анна. «Но знай, если ты попытаешься мной манипулировать, я закопаю тебя на своей ферме. Буквально». Я усмехнулась. Старая добрая Анна. Никакой магии, только чистая концентрированная ненависть и здравый смысл. Именно то, что нужно для успеха. Анна огляделась по сторонам, убедилась, что никто не подслушивает, и ткнула пальцем в деревянную конструкцию на моем прилавке. Это выглядело как кусок желоба из коры, скрепленный какими-то веревками и глиной. «Это капельная система», — сухо сказала она. «У меня на ферме земля как камень. Я потратила всю ночь, пытаясь соорудить что-то, что будет доставлять воду прямо к корням, а не испаряться в этой проклятой пыли. У меня нет материалов, нет рабочих, которые понимают слово «эффективность», и у меня нет бюджета на то, чтобы нанять плотников». «И ты пришла ко мне, потому что...» Я скрестила руки на груди. Видеть Анну, просящую помощь, это было лучшее в моей жизни. «Потому что у тебя есть деньги», — отрезала она, кивнув на мою банку с медиками. «И потому что ты умеешь продавать. Если мы пустим в ход эту систему, мы удвоим урожай через 2 недели. А если мы не удвоим урожай, нам нечем будет платить налоги. И нас обеих просто вышвырнут из этого города к началу следующего месяца. Выбирай, ты хочешь играть в «Кто круче» или хочешь выжить?» Я посмотрела на Пыха. Домовой, до этого момента делавший вид, что его тут нет, вдруг подал голос. «Система толковая!» — проворчал он из-под прилавка. «Только если ее поставить неправильно, вода уйдет в песок, и девка потратит все деньги зря. Сноровка нужна и руки из правильного места». Я вздохнула. Пых был прав. Анна отличный стратег. Но с деревенским бытом она справлялась так же, как я с высшей математикой. А я была отличным организатором, но мои знания об агрономии ограничивались покупкой зелени в супермаркете. «Хорошо», — сказала я, — «но при одном условии. Я становлюсь твоим коммерческим директором. Все, что выходит с фермы, продается только через мою лавку. Я сама определяю цены, я сама провожу рекламные акции. Ты занимаешься производством, я упаковкой и реализацией». Анна поморщилась. «Коммерческий директор? Ты неисправима. Ты даже здесь ищешь корпоративную структуру». «Это единственный способ структурировать этот хаос. Ты работаешь с землей, я с рынком. Мы создаем бренд «Ферма Анны» и «Лавка Виктории». Делим прибыль 50/50. И ни одна из нас не делает ничего без согласования с другой. Анна долго смотрела на меня. В ее взгляде боролись ненависть к моей натуре и холодный расчет. Она понимала, что без моих продаж она так и останется странной бабой с грязными руками. А я понимала, что без ее инноваций мой прилавок опустеет через 3 дня. «Идет», — наконец выдавила она. «Но если ты хоть раз попытаешься приукрасить состояние моих грядок, я...» «Я поняла», — перебила я. «Никаких преувеличений, только честное позиционирование продукта высшего класса». «И никаких домовых в моей бухгалтерии», — добавила Анна, косясь на Пыха. «Сама ты в бухгалтерии», — вскинулся домовой. «Я еще посмотрю, как вы, 2 городские неумехи, будете делить медики без моего пригляда». «Видишь?» —
Я развела руками. Он наш независимый аудитор. Анна закрыла глаза, глубоко вдохнула и выдохнула, явно вспоминая какое-то дыхательное упражнение из нашей прошлой жизни. «Встречаемся сегодня вечером на ферме», — сказала она. «У меня есть пара идей насчет того, как использовать тухлую рыбу в качестве удобрения. Если ты не появишься к закату, я продам всю продукцию местному трактирщику за бесценок». «Не продашь», — сказала я. «Ты же перфекционист, Анна. Ты не позволишь своему урожаю достаться такому посредственному покупателю». Анна остановилась, обернулась и едва заметно усмехнулась. «Ровно на закате, Виктория. Не опаздывай». Она ушла, гордо подняв голову, даже несмотря на то, что ее подол был в пятнах от глины. «Ну что, Пых», — сказала я, глядя ей вслед, — «похоже, мы начинаем строить империю». «Империю картошки», — пробурчал домовой. «Ну, хотя бы с голоду не помрем. А там, глядишь, и до нормального мыла додумаетесь, а то от вас обеих пахнет, как от кучи компоста». Я рассмеялась. В этом безумном, грязном, странном мире мы с Анной все еще оставались теми же женщинами, что делили кабинет в бизнес-центре. Мы ненавидели друг друга, но знали, что никто другой не справится с задачей лучше, чем наш враг. «На закате, Пых», — сказала я, поправляя скатерть на прилавке. «Готовься. Сегодня будет очень долгая ночь». Путь до фермы Анны занял полчаса. И за это время я возненавидела местную географию всей душой. Дорога представляла собой направление, проложенное, судя по всему, пьяным мулом, который очень спешил на водопой. Мои туфли, чудом сохранившиеся с прошлой жизни, окончательно превратились в сувениры. Ферма встретила меня тишиной и, скажем так, интенсивным запахом. Это был тот самый запах фермерского успеха, о котором Анна говорила утром. Она обнаружилась в глубине участка, по пояс в траншее. Рядом с ней стоял Пых. «Ты опоздала на 4 минуты», — бросила Анна, не поднимая головы. Она орудовала лопатой с таким остервенением, словно это был отчет конкурентов, который она собиралась уничтожить. «У нас нет времени на корпоративные вольности». 4 минуты — это время на дорогу, Анна. Кстати, отличный ландшафтный дизайн. Очень натуралистично. Это не дизайн, это инженерная система полива, отрезала она, вылезая из ямы. Она вытерла руки о фартук, и я заметила, что на ее лице было полно грязи. «Слушай внимательно. Я проанализировала почву. Она пересохла. Уровень азота почти нулевой. Твоя задача — продать идею того, что наши овощи экологически чистые, пока я не придумаю, как сделать их еще и премиальными». «А что, есть разница?» — удивилась я. «Огромная». Анна подошла ко мне вплотную, и в ее глазах вспыхнул тот самый блеск, который заставлял наших сотрудников дрожать. «Экологически чистые — это база. Это то, что мы продаем сейчас. Премиальные — это овощи, которые едят в ратуше. А чтобы туда попасть, нам нужно не просто полить, нам нужно удобрить». «И ты серьезно предлагаешь использовать тухлую рыбу? Запах будет незабываемым». «Запах — это маркетинг», — отпарировала Анна. «Мы назовем его аромат настоящей свежести». «Вика, придумай что-нибудь. Назови это, я не знаю, удобрение от фермы «Солнечный холм» с натуральными минералами океана». Я уставилась на нее. Она была права. «Минералы океана», — пробормотала я, прикидывая в уме слоган. «Знаешь, это даже звучит солидно. Люди в этом городе настолько редко видят что-то, кроме своей грязи, что поверят во все, что звучит как нечто из далеких стран». «Вот именно». Анна, наконец, позволила себе сесть на перевернутый ящик. Она выглядела усталой, но довольной. «Я провожу оптимизацию грядок. Ты обеспечиваешь легенду бренда. И ради всего святого найди мне нормальных людей для работы. Эти местные, как ленивцы под успокоительным».
Найду. Я кивнула. У меня есть пара мыслей. В каждом городке есть люди, которым недоплачивают и которых никто не ценит. Я сделаю их командой мечты. Пых, который все это время ковырялся в земле, недовольно хмыкнул и вытащил из почвы какой-то корень. «Ишь, бизнес-леди выискались. Землю кормить надо, а не байками подчивать. Вы бы хоть воды принесли». «Пых!» — я улыбнулась ему. «Ты будешь нашим главным контролером качества. Если ты скажешь, что овощ хороший, значит, мы его и продаем». «Ну, это я могу», — проворчал домовой, явно польщенный доверием. «А теперь марш в дом. Анна, у тебя там в печке что-то подозрительно дымит. Если спалишь кашу, я вас обеих отправлю спать голодными». Анна вскочила, как будто услышала сигнал тревоги, и помчалась к дому. Мы вошли в покосившийся домик. Внутри было чисто. Анна определенно приложила руку к уборке. На столе стоял котелок, от которого шел довольно аппетитный пар. Я села за стол, потирая ноющие ноги. Это был длинный день. Мы были врагами, конкурентами, мы были в другом мире. Но почему-то, глядя на Анну, которая сейчас сосредоточенно пробовала кашу, я вдруг поняла. Мы единственное, что у нас есть. «Слушай, Анна», — начала я, не глядя на нее, «а что, если нам правда объединиться? Не как партнера, а как, ну не знаю, команда?» Анна застыла с ложкой в руках. «Виктория», — сказала она, — «ты предложила это в самый подходящий момент. У меня как раз возникла идея, как оптимизировать сбор налогов». «И какая?» — оживилась я. «А мы их не будем платить». Анна улыбнулась той самой улыбкой, от которой у конкурентов потели ладони. «Мы их перехитрим». И я поняла, что в этот момент в Аркадии начался самый масштабный и самый веселый процесс. Процесс нашего захвата рынка. На следующее утро после исторического соглашения воздух над фермой был пропитан не только навозом, но и предчувствием глобальных перемен. Анна с самого рассвета гоняла местных работяг так, как будто внедряла систему КПИ в филиале транснациональной корпорации. «Нет, Митрич!» – орала она через все поле. «Ты держишь тяпку не как инструмент, а как посох монаха. Вертикаль. Мне нужна строгая вертикаль грядки. Ты вкладываешь в это движение свою душу или просто ждешь обеда?» Я сидела на крыльце, попивая отвар, который Пых сегодня умудрился как-то облагородить добавлением сушеных ягод. «Она их доконает до обеда», – ворчал домовой. «Раньше они просто лентяйничали, а теперь у них глаз дергается. Что ты там за план придумала, бизнес-леди? Как ты собираешься нанимать людей в мире, где единственная доступная работа – это тяни-толкай?» «Пых, ты мыслишь масштабами деревни. В любой корпорации успех строится на талантах, которым не дают раскрыться. Нам не нужны тяпки, нам нужны специалисты». Я встала и направилась в сторону команды мечты. Анна, заметив меня, сделала властный жест рукой, приказывая мне подойти. Она была в своем репертуаре, в грязном фартуке, но с видом генерального директора, который только что провернул сделку на миллиард. «Виктория!» Она кивнула на 3 мужиков, стоявших перед ней с виноватым видом. «Вот наш кадровый резерв. Митрич, специалист по силовым работам. Степан, мастер по логистике, но он беспробудно пьет. И этот юноша, Фрол. Он утверждает, что умеет считать». Я подошла к ним и включила свой самый обаятельный тон. «Господа», — начала я, — «вы думаете, вы здесь работаете на ферму? Вы ошибаетесь. Вы работаете на будущее. Я предлагаю вам сделку. Если мы закончим этот сезон с прибылью, я не просто заплачу вам больше. Я сделаю вас пайщиками. Вы будете получать процент с каждой проданной корзины». «Пайщики?» – переспросил Фрол. «Это как, если я продам больше и получу больше?
Именно. Мы меняем модель от работы ради еды к предпринимательству ради успеха. Степан, ты отвечаешь за доставку. Если телега приедет в город быстрее всех, ты получаешь бонус. Митрич, если твои грядки будут самыми продуктивными, бонус. Фрол, ты ведешь учет. Если найдешь способ сэкономить на доставке, бонус. На поле повисла тишина. Мужики переглянулись. «А если не получится?» – осторожно спросил Степан. «Если не получится, мы все дружно пойдем торговать на большой рынок. Но с нами получится, потому что я знаю, как продать даже то, что не растет». Анна стояла рядом, скрестив руки на груди. В ее глазах я видела смесь скепсиса и тайного восхищения. Она понимала, я только что создала систему мотивации, которую даже в Средневековье невозможно игнорировать. Когда рабочие разошлись, воодушевленные новой реальностью, Анна подошла ко мне. «Неплохо», — сказала она. «Ты использовала метод «разделяй и властвуй» в сочетании с теорией мотивации Маслоу. Но ты забыла про налоги». «Налоги. Мы решим это. Я тут подумала, если мы оформим нашу лавку как благотворительный продовольственный фонд для поддержки пострадавших от засухи, мы можем претендовать на налоговые льготы. В ратуше сидят жадные чиновники, но даже они боятся гнева голодной толпы. Мы будем кормить бедных, а на самом деле оптимизировать наш баланс». Анна рассмеялась. «Ты просто чудовище, Вика. Но это именно та стратегия, которая нам нужна». Пых, сидевший неподалеку, закатил глаза. «Истинное проклятие! 2 ведьмы вместо фермерш. Хорошо, что я еще умею делать обереги от глупости, а то вы бы уже все давно спалили, и здание ратуши своими инновациями. Пых, принеси нам воды. Сегодня мы будем планировать нашу благотворительную акцию. И поверь, после нее весь город будет есть нашу брюкву и благодарить нас за это». Мы стояли посреди поля под палящим солнцем Аркадии и чувствовали странную, почти осязаемую связь. 2 заклятые соперницы, которые в прошлой жизни могли удавить друг друга за отчет, сейчас превращались в команду, способную выжить в этом абсурдном, но таком захватывающем мире. «Знаешь», — тихо добавила Анна, когда Пых ушел, «в офисе мне всегда не хватало именно такого партнера, который не задает лишних вопросов, а просто делает все, чтобы мы победили». «Не привыкай», — ответила я. «Завтра снова буду тебя бесить». «Даже не сомневайся», — усмехнулась она. «Завтра мы идем в ратушу, и я хочу, чтобы ты оделась как самая приличная леди в этом захолустье. А ты? А я надену самый строгий свой фартук, и мы будем выглядеть как королевы аграрного сектора». Ратуша Оквуда представляла собой массивное каменное здание, которое строилось, судя по архитектурному стилю, в эпоху «давайте построим что-то мрачное, чтобы народ боялся». Мы с Анной подошли к тяжелым дубовым дверям, чувствуя себя так, словно идем на самый важный питч в своей жизни. Я нарядилась в свое лучшее платье. Анна выглядела пугающе безупречно. Она умудрилась заплести волосы в сложную косу, которая выглядела как корона. «План помнишь?» – прошептала Анна, поправляя мой воротник. «Мы не просители. Мы стратегические партнеры, предлагающие решение системного кризиса». «Помню», – кивнула я. «Мы фонд поддержки продовольственной безопасности Аркадии». Звучит солидно, пафосно и совершенно непонятно для чиновников. Идеально. Мы вошли. Внутри пахло сыростью и бумагами, которые, видимо, не открывали с прошлого века. За большим столом, заваленным свитками, сидел главный городской сборщик налогов, господин Гросс. Это был человек, чья шея была толще его головы, а выражение лица гласило: «Я ненавижу всех, но особенно тех, кто мешает мне пить чай». «Вы принесли налоговые декларации фермы «Солнечный холм»?» Не поднимая глаз, сказал он. «Мы не с декларацией, господин Гросс.
Мы с предложением, которое спасет ваш бюджет от краха к концу сезона». Гросс медленно поднял взгляд. Его маленькие глазки уставились на нас с подозрением. «Спасете бюджет? Вы, девки с фермы? Что вы можете предложить ратуше, кроме долгов по сборам?» Анна шагнула вперед. Она положила на стол чертеж нашей системы полива, вернее, его упрощенную копию, где все выглядело как великое инженерное достижение. «Мы внедряем технологию капельного орошения», начала Анна своим самым профессиональным тоном. «Она увеличивает урожайность на 40%, даже в условиях засухи. Мы готовы поставлять продукцию в ратушу по фиксированным ценам. Но при одном условии: наш фонд освобождается от части налогов на этот период, как организация, занимающаяся социально важными исследованиями». Гросс замер. Он явно ожидал слез и просьб об отсрочке, а получил бизнес-план. «Исследования?» Он подозрительно прищурился. «Какие еще исследования? Это овощи, а не алхимия». «Это продовольственная безопасность, господин Гросс». Я включила режим поддержки. «Представьте, если засуха продолжится, люди выйдут на улицы с вилами. Им будет плевать на налоги. Они захотят есть. Наш фонд – это ваша страховка. Мы обеспечим город едой, а вы получите отчеты о победе над голодом, которые можете отправить прямо в столицу. Вы будете выглядеть героем, спасшим провинцию». Я видела, как в его глазах замелькали монеты. Ему было наплевать на народ, ему было наплевать на засуху, но он боялся доноса в столицу и любил славу, которую можно было обналичить. «Показать можете?» – спросил он. «Конечно», – Анна улыбнулась. «И мы готовы продемонстрировать эффективность прямо сейчас. Если через 2 недели наши грядки не дадут результат, вы имеете полное право удвоить наш налог». Гросс долго молчал, потом кивнул. «У вас 2 недели. Если урожая не будет, вы будете работать на строительстве городской стены до конца ваших дней. Понятно?» «Абсолютно», — сказала я, сдерживая победную улыбку. Когда мы вышли из ратуши, обе молчали. Только когда мы отошли достаточно далеко, Анна выдохнула. «Мы только что все поставили на кон, Виктория. Если технология не сработает...» «Она сработает, Анна, потому что у нас есть пых, который знает о земле больше, чем все советники в ратуше, и потому что ты лучший управленец, которого я знаю». Анна посмотрела на меня. «Знаешь, — тихо сказала она, — в той прошлой жизни мы могли бы построить целую империю, если бы не тратили столько сил на то, чтобы подставить друг другу подножку». «Ну...» — я пожала плечами. «У нас есть шанс сделать это здесь. Только масштаб поменьше, зато ставки повыше». Из-за ближайшего куста высунулась голова пыха. Он был серым от пыли и держал в руках огромный пучок какой-то светящейся травы. «Ну что, стратеги, договорились в ратуше? Теперь придется пахать так, что даже камни начнут расти. Идемте, у меня есть секретный ингредиент для вашего капельного полива. Если его добавить в систему, ваши овощи будут такими, что даже Гросс начнет верить в магию». Мы переглянулись. Никакой магии, конечно, не было. Просто пых знал секреты природы, которые мы, девочки из офиса, никогда не понимали. «Идем», — сказала я. «Пора делать из этой провинции место, о котором будут слагать легенды. Или хотя бы место, где можно, наконец-то, нормально поесть». 2 недели, выделенные господином Гроссом, пролетели как в режиме ускоренной перемотки. Наша ферма превратилась в некое подобие секретной лаборатории. Пых, ворча на каждом шагу, действительно помогал. Его секретный ингредиент оказался не волшебным порошком, а концентрированным настоем из местных трав, которые действовали на почву как мощнейший стимулятор роста. Анна, в свою очередь, превратила ферму в конвейер.
Она оптимизировала логистику перемещения воды так, что наши мужики начали двигаться с грацией балетной труппы. Еще один рывок. Анна проверяла записи в своем блокноте. Фрол, показатели влажности в секторе Б. Идеальные, госпожа Анна. Система работает без сбоев. А я занималась внешним пиаром. Я распустила слух по городу, что наш благотворительный фонд проводит закрытые дегустации. Люди, уставшие от засухи и уныния, начали осаждать нашу лавку, требуя тех самых чудо-овощей. Но, как и следовало ожидать, наш успех не прошел бесследно. Вечером 10-го дня Пых прибежал к нам на ферму в состоянии близком к истерике. «Саботаж!» — кричал он. «Там кто-то пробрался в сектор А! Трубы порезаны, все настои вылиты!» У меня внутри все похолодело. Анна отложила инструменты пугающим спокойствием. «Кто это был?» — спросила она ледяным голосом. «Не видел», — проворчал Пых. Мелькнула тень в красном плаще. Но запах от него несло дешевым парфюмом, как от трактирщика Марка. Я сжала кулаки. Марк был владельцем местного трактира, который до нашего появления монопольно скупал все, что росло в округе, по копеечным ценам. Наш успех был для него как нож в спину. «Анна», — сказала я, — «у нас осталось 4 дня. Если мы не восстановим систему, Гросс не посмотрит на наши старания. Он просто исполнит свою угрозу». Анна посмотрела на разрушенные грядки, потом на меня. В ее глазах не было отчаяния. Там был холодный, аналитический расчет. «Мы не будем чинить систему», — сказала она. «Что? Но как же мы ее заменим? Виктория, у тебя остались все те медные гроши, что мы заработали на первой продаже?» «Да, но мы купим весь инвентарь у плотника, которого Марк еще не успел подкупить. Мы сделаем систему двойной мощности, и мы сделаем это за 3 ночи. Фрол, Степан, Митрич. Оставить панику. У нас новый дедлайн. Работаем в 3 смены. Виктория, ты идешь со мной к плотнику. Пых, ты охраняешь периметр. Если кто-то в красном плаще появится, используй свои методы. Мне все равно, какие». «А как же Гросс?» – спросила я. «А с Гроссом мы встретимся завтра. Мы скажем ему, что нас пытались саботировать, и попросим охрану». «Охрану? От ратуши?» «Именно. Если мы скажем, что Марк угрожает государственным интересам, а именно нашему урожаю, от которого зависит бюджет, Гросс выделит нам стражу, и мы получим бесплатную защиту от своего главного конкурента». Я смотрела на нее и не верила своим глазам. В прошлой жизни я всегда считала Анну сухой карьеристкой, но сейчас она была похожа на полководца, который выигрывает битву, когда армия уже разбита. «Слушай, а мы ведь реально крутая команда, да?» Анна помолчала, глядя на разрушенные грядки. «Я ненавижу тебя, Виктория», — тихо сказала она. «Ну да, мы чертовски крутая команда. А теперь пошли, у нас очень мало времени на этот чертов ребрендинг». Мы вышли за ворота фермы навстречу ночи, зная, что если мы проиграем, нас ждет вечная работа на строительстве стены. Но если мы выиграем... О, если мы выиграем, Аркадия еще не видела такого урожая. На следующее утро мы предстали перед господином Гроссом не как просители, а как жертвы преступного посягательства на государственную собственность. Анна нацепила на лицо выражение скорбного величия, а я — профессиональное негодование человека, чьи бизнес-планы нагло саботируют. «Господин Гросс», — начала я, — «пока мы работаем над продовольственным спасением Аркадии, некие лица решили прибегнуть к порче государственного имущества». Гросс нахмурился. «Кто?» «Трактирщик Марк», — отрезала Анна, выкладывая на стол кусок ткани, явно оторванный от красного плаща. «Он не просто нам мешает, он мешает вам
получить отчет о росте налоговых поступлений. Он подрывает стабильность региона из-за личной жадности. Чиновник побагровел. Марк давно был у него в печенках, но повода прижать его за дело все не было. Вы хотите сказать, что он посмел встать на пути у перспективного проекта ратуши? Мы хотим сказать, что если завтра наши новые грядки будут повреждены, вы потеряете не только налоги, но и лицо перед вышестоящим начальством. Нам не нужна помощь. Нам нужна защита наших инвестиций. Выделите нам 2 стражников на 3 ночи, и мы гарантируем, что первая партия премиальных овощей отправится прямо на ваш стол. Гросс подумал. В его голове шел сложный математический расчет. Выгода от лояльности Марка против потенциальной прибыли от нашего фонда. Победила алчность. «Стража будет», — буркнул он. «Но если через 4 дня на столе не будет обещанного...» «Будет», — отрезала Анна. «Обещаю». Когда мы вышли, я не удержалась. «Государственная собственность? Серьезно? Мы даже не оформили бумаги. В мире, где не существует юридических прецедентов, прецедентом становится то, что громче всех заявлено», — пожала плечами Анна. Стражники, которых нам выделили, оказались 2 парнями. Один был ростом с добрую ель, другой размером с упитанного поросенка. Степан быстро нашел с ними общий язык. Оказалось, они страшно скучают по нормальной еде и выпивке. Мы предложили им бартер – защита грядок в обмен на наш обед. Работа закипела с удвоенной силой. Пока стражники прохаживались вдоль забора, гремя доспехами, мы с Анной, Фролом и Митричем работали в 3 смены. Пых метался между грядками, как разъяренный генерал. «Воды сюда! Степан, неси балки! Больше настоя!» Но самое забавное происходило ночью. На 2-й ночи мы увидели тень у забора. Марк явно не поверил, что мы получили крышу. Он прокрался к забору, надеясь проскочить мимо сонных стражников. Но тут из кустов выпрыгнул Пых. Мы не видели, что он сделал, но через секунду из-за забора раздался такой вопль, что стражники подпрыгнули на месте. И Марк улетал от нашей фермы так быстро, что, кажется, даже не касался земли. «Что это было?» – спросила я. Пых довольно потирал руки. «Да так, пара моих мелких пакостей. Теперь он будет думать, что тут водятся настоящие лесные демоны». К утру 4-го дня все было готово. Грядки выглядели так, словно они прибыли из другого мира. Сочные, крупные, яркие. Они не просто выжили. Они превзошли все, что когда-либо видели жители Оквуда. «Ну что?» – Анна вытерла руки о фартук. «Момент истины. Гросс уже на подходе». Я посмотрела на свои овощи. Они были идеальны. Технологии Анны сработали. Магия Пыха сработала. «Анна», — сказала я, — «как ты думаешь, мы когда-нибудь вернемся в ту жизнь? Тот офис с панорамными окнами?» «Знаешь, Вика», — сказала Анна, — «там в офисе я всегда чувствовала, что живу в декорациях. А здесь я чувствую, что делаю что-то настоящее, даже если это просто морковь». Я улыбнулась. «Ну, тогда начинаем нашу презентацию. Пора продать этот успех так, чтобы у Гросса челюсть отвисла». Мы услышали скрип колес. Гросс ехал на своей карете, готовый принимать плоды нашего государственного проекта. «Готово?» – спросила я. «Всегда», – ответила Анна. Мы выпрямили спины, поправили фартуки и вышли навстречу своей судьбе. История нашей овощной империи только начиналась. Когда карета господина Гросса остановилась у края наших грядок, из нее вывалился сам чиновник, а за ним 2 секретаря.
Гросс выглядел скептично, пока не увидел результат. Анна подготовила все безупречно. Ряды овощей были выстроены так, чтобы даже самый придирчивый глаз не нашел ни единого сорняка. Помидоры были такими красными, что казались нарисованными, а морковь такой крупной, что Степану пришлось выкапывать ее с помощью рычага. Гросс подошел к центральной грядке, наклонился, потрогал плод пальцем и ахнул. «Это невозможно!» – пробормотал он. «В такую засуху! У других крестьян все давно превратилось в солому!» «Это результат Фонда продовольственной безопасности Аркадии, господин Гросс». Я шагнула вперед, чувствуя себя так, будто защищаю дипломную работу. Мы используем передовые методы агрономии и строгое управление ресурсами. Никакой магии, только системный подход и дисциплина. «Значит, налоги!» Гросс выпрямился. Его глаза лихорадочно блестели. Он уже подсчитывал прибыль от продажи этого урожая в столице. «Мы выполнили условия сделки», — сказала Анна. «Теперь очередь ратуши выполнить свою часть. Мы требуем официального статуса поставщиков для нужд администрации и освобождения от всех дополнительных сборов на 3 года. И еще. Нам нужно разрешение на открытие торговых представительств в соседних районах». «Хорошо», – процедил Гросс. «Но вы лично отвечаете за поставки. Если хоть один фургон не доедет до столицы, вы пожалеете». «Будьте уверены». Я подошла к Гроссу и протянула ему корзину с самыми отборными овощами. «Это подарок для вашего стола. Проба качества». Но не успела карета скрыться за поворотом, как к нам подошел Марк. Трактирщик стоял у ворот фермы, скрестив руки на груди. Его лицо было бледным. «Вы думаете, это все? Вы купили Гросса, но вы не купили народ. Горожане считают вас странными. Они боятся ваших чудо-овощей». Я подошла к Марку вплотную. «Марк, ты боишься не этого. Ты боишься перемен. Завтра мы устраиваем фестиваль открытых грядок. Бесплатная дегустация для всех желающих. И знаешь, что будет? Люди попробуют нашу еду, увидят, что они живы, и поймут, что ты кормил их объедками, а мы предлагаем им качество». Марк плюнул на землю и ушел. Но в его глазах я видела страх. Мы не просто отобрали у него прибыль. Мы отобрали у него власть над желудками людей. «Фестиваль?» — спросила Анна, когда он ушел. «Это большой риск, Вика. Ты хочешь собрать всю толпу, которая может разнести нас, если что-то пойдет не так?» «Анна, это называется прямой контакт с потребителем. Мы не просто будем продавать овощи. Мы создаем комьюнити. И Пых нам в этом поможет. Пых!» Домовой появился из ниоткуда. «Чего надо?» «Нам нужно, чтобы завтра каждый, кто попробует наши овощи, почувствовал прилив сил. Не магия, а просто хороший настрой. Можешь наколдовать им немного атмосферного позитива?» «Ладно», — сказал Пых. «Но учти, если они устроят драку, я не вмешиваюсь». «Они не будут драться», — сказала я. «Завтра мы устроим им такое шоу, что Аркадия будет говорить о нас десятилетиями». Мы с Анной стояли на краю поля, и я впервые за все время в этом мире поняла. Мне нравится эта игра. Нравится планировать, нравится конкурировать. И, черт возьми, мне нравится, что Анна теперь мой партнер, а не мой враг. Утро фестиваля началось с того, что Пых устроил нам настоящий генеральный прогон. Он распылил какой-то состав из сушеных трав над площадью перед нашей лавкой. И воздух стал другим. Не магическим, нет, просто свежим, как после грозы. Люди начали подтягиваться к нам уже на рассвете, привлеченные невероятным ароматом свежего урожая, который мы разложили на прилавках. Анна взяла на себя логистику. Она выстроила людей в очередь, разделив ее на сектора, чтобы не было давки.
Я же превратилась в ведущую этого шоу. «Почтенные жители Оквуда, вы устали от серой жизни? Вы устали от неурожаев? Сегодня мы докажем, что будущее Аркадии– это не только налоги, это труд, который дает свои плоды». Марк пытался помешать. Он прислал двух своих подручных, которые начали громко кричать, что наши овощи прокляты и вызывают сонливость. «Не ешьте это!» – орал один из них, тыча пальцем в нашу сочную морковь. Толпа застыла. Я видела, как люди колеблются. Страх – мощная штука. Я подошла к самому громкому из провокаторов, взяла огромный наливной помидор и демонстративно, на глазах у всех, откусила от него добрую половину. «Вкусно!» – просила я, прожевав. «Попробуйте сами!» Или боишься, что после него захочется работать, а не воровать?» Народ вокруг засмеялся. Провокатор смутился, но не ушел. Тогда Анна, не дожидаясь моей команды, просто протянула ему корзину. «Держи», — сказала она. «Если ты такой эксперт, докажи всем, что это плохо. Отравись, если сможешь». Мужик испуганно отшатнулся. Толпа взорвалась смехом. Трактирщик Марк, наблюдавших за этим всем из-за угла, понял, что проиграл. Он развернулся и поспешил скрыться, понимая, что его репутация здесь сгорела дотла. А потом началось шоу. Люди пробовали овощи, они замирали. Впервые за многие годы они ели что-то, что было выращено с любовью, а не лишь бы не помереть. «Это так сладко!» – прошептала какая-то старушка, пробуя ломтик свеклы. «Я и забыла, что земля может быть такой доброй». К полудню у нас не осталось ни одного корнеплода. Мы продали все. Мы заработали больше, чем за весь предыдущий месяц. Но главное, мы получили лояльность города. Когда толпа начала расходиться, а мы с Анной, уставшие, но счастливые, присели на пустые ящики, к нам подошел Гросс. Он выглядел почти довольным. «Вы неплохо справились», — сказал он, изучая пустые корзины. «Марк больше не будет вам мешать. Он уезжает из города. Поговаривают, он задолжал слишком много денег, чтобы оставаться здесь после такого позора». «Мы не против», — ответила Анна. «У нас свои планы на расширение». Гросс ушел, а я посмотрела на Анну. Мы были покрыты пылью, на руках грязь, на лицах усталость, но мы сидели и улыбались. «Мы сделали это», — сказала я. «Да, но это только начало, Вика. Ты же понимаешь, что теперь нам нужно будет поставлять овощи не только в ратушу, но и в соседние районы?» «Понимаю. И у меня есть идея, как сделать так, чтобы нас спросили о поставках сами губернаторы соседних земель». Пых, сидевший рядом на ящике, довольно грыз сушеную ягоду. «Ну, хозяйки, начинаете понимать суть дела. Земля любит не только труд, но и ум. И, видимо, ваши штучки тоже». Я рассмеялась. Наш домовой, похоже, тоже начал проникаться корпоративным духом. Успех в Оквуде сделал нас знаменитостями. Наша ферма перестала быть грязным участком на отшибе, а превратилась в образцовое хозяйство Аркадии. Но покой нам только снился. Мой внутренний маркетолог требовал экспансии, а Анна, как настоящий HR-директор, уже разрабатывала систему филиалов. «Если мы хотим выйти в соседние провинции, нам нужен бренд», заявила я, пока мы с Анной сидели над картой региона. «Знак?» — подняла Анна брови. «Ты хочешь клеймить овощи?» «Я хочу, чтобы на каждом ящике, который уезжает в столицу, стоял оттиск «Наше солнце». Чтобы каждый чиновник в столице знал, если на ящике есть наш знак, это безопасно, вкусно и статусно». Анна хмыкнула, но не стала спорить. Мы заказали местному кузнецу железное клеймо. И с этого дня наша морковь перестала быть просто едой. Она стала товаром премиум-класса. Но с масштабированием пришли и проблемы.
Столица Аркадии, город Верден, узнал о наших чудо-овощах. И, как оказалось, в Вердене живут люди куда опаснее, чем трактирщик Марк. Через неделю к нам прибыл гонец из ратуши Вердена. Мужчина в шелковом камзоле, который смотрелся здесь очень неуместно. Он привез приглашение Фонду продовольственной безопасности Оквуда явиться в столицу для участия в большой ярмарке урожая. «Это ловушка», — отрезала Анна, прочитав приглашение. «В столице свои игроки. Они не допустят, чтобы какая-то провинциальная фермерша демпинговала на их рынке». «Или это наш шанс», — парировала я. «Если мы пройдем эту ярмарку, мы станем поставщиками двора. И тогда Гросс нам не указ. Мы станем неприкасаемыми». Пых, который все это время внимательно слушал, вдруг оживился. «Столица? Я там не был лет 100. Говорят, там магии нет, одни интриги да бюрократия. Вот там, девки, вам самое место. Но будьте осторожны, там умеют улыбаться, когда в спину нож суют». Мы начали подготовку к отъезду. Степана и Митрича мы оставили на хозяйстве, а сами с Фролом и Пыхом отправились в путь. Дорога заняла 3 дня. Столица встретила нас шумом, блеском и запахом дорогих духов, который был куда хуже, чем запах навоза, потому что маскировал реальную грязь. Когда мы выгрузили наш урожай на центральной площади, я поняла, что совершила ошибку. Рядом с нами стояли прилавки столичных аграриев. Их овощи выглядели не так хорошо, как наши, но зато они были украшены золотыми лентами, а продавцы одеты в ливреи. «Мы выглядим как бедные родственники», – прошептала я. Анна посмотрела на конкурентов, потом на наш товар. «Вика», – сказала она, – «ты маркетолог. У нас нет лент и ливрей, но у нас есть то, чего нет у них – реальный продукт. Сделай так, чтобы они захотели попробовать именно наше». Я улыбнулась. О, я знала, что делать. Я достала из запасов небольшие деревянные дощечки, на которых Пых, по моей просьбе, вырезал наши слоганы. И я расставила их вокруг прилавка. Овощи для тех, кто ценит настоящее. Сделано в Оквуде, проверено временем. А потом я сделала ход конем. Подошла к стражнику, который стоял у входа на ярмарку, и протянула ему самую сочную морковь. «Это вам от фонда Оквуда. Вы же стоите тут весь день? Наверняка проголодались». Стражник, удивленный, попробовал, и его лицо вытянулось. Он начал жевать, забыв о своей важной позе. К вечеру слух о моркови, которого зачает силы, прошел по всей площади. К нам выстроилась очередь. Столичные аристократы, привыкшие к безвкусной еде, стояли в одной очереди с обычными горожанами, чтобы купить наши овощи. «Это успех?» – спросил Фрол, который едва успел отсчитывать монеты. «Это только прелюдия», – ответила я, глядя, как к нашему прилавку направляется делегация из самой ратуши Вердена. Впереди шел человек в дорогом бархатном камзоле. Он выглядел так, будто только что закончил читать отчет о наших успехах в Оквуде. «Значит, вы и есть те самые инноваторы из захолустья?» – спросил он. «Мы те самые профессионалы, которые решают проблемы продовольствия», – не моргнув глазом, ответила Анна. И я поняла, игра началась по-крупному. Человек в бархате оказался советником Министерства торговли, господином Вальери. Он был воплощением столичного снобизма. «Инноваторы», — повторил он. «В Вердене мы ценим традиции, а не сомнительные эксперименты, но, признаю, ваш товар привлекателен для тех, кто лишен доступа к элитным оранжереям». Анна стояла неподвижно. Я видела по ее лицу, она уже считала этого человека. Типичный представитель среднего звена, который боится перемен больше, чем самого дьявола. «Мы не экспериментируем, господин Валерий. Мы внедряем стандарты качества.
Если столица предпочитает традиционную безвкусию, мы можем вернуться в Оквуд. Там нас уже ждут. Уйти вы всегда успеете. Я хочу предложить вам партнерство. Мы берем на себя эксклюзивную дистрибуцию ваших овощей в Вердене. Вы получаете доступ к рынкам, а взамен передаете ратуше эксклюзивные права на технологию. Эксклюзивные права. В переводе на наш язык это означало отдать все и остаться с носом. «Мы рассмотрим ваше предложение», — сказала я. «Но как независимый фонд мы должны обсудить это с нашими финансовыми советниками завтра на нейтральной территории». Валерий поклонился и ушел, уверенный, что мы уже на крючке. Когда он скрылся в толпе, Анна выдохнула. «Он хочет забрать все. Если мы подпишем, они выдавят нас через месяц». «Подписывать мы ничего не будем», — усмехнулась я. «Но завтра мы устроим ему такой аудит, что он сам будет умолять нас забрать свою сделку обратно». Вечером мы собрались в нашем временном убежище, подсобке за прилавком. Пых вылез наружу и потянулся. «Ну, что я говорил? В столице воняют даже сильнее, чем в Оквуде. Этот Вальери — мелкий пакостник. Я видел, как он передавал записку людям в черном. Похоже, если сделка сорвется, они потребуют другие методы». «Значит, нам нужно перехватить инициативу. Анна, помнишь наш корпоративный отчет, который мы готовили для Гросса? Тот, где все расписано так, что мы якобы уже застрахованы в гильдии купцов». Анна улыбнулась. «Конечно. Фрол уже нарисовал нам печать гильдии». «Тогда план такой. Завтра мы не просто приходим навстречу, мы приходим с инвесторами. Фрол, ты берешь лучшую одежду и изображаешь представителя столичной гильдии. Анна, ты выступаешь как главный технолог, который не принимает решений без совета учредителей. А я буду той самой трудной переговорщицей». «А я?» — спросил Пых. «А ты будешь играть роль нашего безопасника. И если Валерий попробует применить свои другие методы, ты сделаешь так, чтобы его вечер перестал быть томным». Пых злорадно ухмыльнулся. «Это я могу». Ночь прошла в подготовке. Мы не спали. Фальсифицировали документы, репетировали роли. Утром, глядя в зеркало, я увидела ту самую Викторию, которая раньше проводила жесткие переговоры с поставщиками. Мы вышли из лавки. Столица ждала. «Ну что, партнерша?» Анна протянула мне руку. «Готова развалить эту сделку?» «Я готова уничтожить их на их же поле», ответила я, пожимая ее ладонь. И мы пошли навстречу господину Вальери. Мы знали, назад дороги нет, только вперед, к полной независимости. Проигрыш — это не про нас. Встреча проходила в Золотом Карпе, самом пафосном заведении Вердена. Официанты здесь двигались с грацией придворных танцоров, а цены в меню могли бы прокормить целую деревню в течение года. Вальери сидел за столом, окруженный свитой, и выглядел как человек, который уже заранее празднует победу. «Рад, что вы оценили серьезность моего предложения», — начал он. «Надеюсь, вы подготовили документы?» Я опустилась на стул с таким видом, будто владела этим зданием, и положила перед ним наш отчет. Анна села рядом. Фрол в своем роскошном костюме стоял за моей спиной, изображая важного представителя гильдии. «Господин Валерий», — начала я, — «прежде чем обсуждать эксклюзивные права, я должна ознакомить вас с результатами нашего внутреннего аудита. Как вы можете видеть, наш фонд уже находится в процессе слияния с акционерным капиталом столичной гильдии купцов». Валерий взял свиток. Его улыбка дрогнула. Он начал читать, и с каждой строчкой его лицо бледнело.
«Гильдия купцов?» – переспросил он, запинаясь. «Но об этом не было никаких официальных извещений». «Потому что это закрытая сделка», – сказала Анна. «Мы не нуждаемся в государственной дистрибуции. Напротив, мы рассматриваем возможность открытия собственных торговых точек прямо здесь, в Эрдене. И, судя по нашим оценкам, мы составим серьезную конкуренцию всем нынешним поставщикам ратуши». Вальери отложил документ. Он был в ярости. Если мы действительно связаны с гильдией, то любая попытка давления может стоить ему карьеры. «Это очень смелое заявление», — сказал он. «Вы понимаете, что гильдия не любит, когда в их дела вмешиваются новички?» «Именно поэтому мы здесь», — я улыбнулась, «чтобы предложить вам шанс стать нашим первым партнером, пока нас не проглотили более крупные игроки. Или вы хотите, чтобы мы заключили контракт с вашими конкурентами из Министерства финансов?» Это был чистой воды блеф. Но Валерий этого не знал. Для него мир был игрой с нулевой суммой, где каждый – враг, а любая новая сила – это угроза. «Мне нужно время, чтобы это обдумать. Я свяжусь с вами вечером». «У вас есть время до заката», – сказала я. «После заката наше предложение аннулируется». Когда мы вышли из ресторана, Фрол тяжело дышал. «Это было безумие. Он же мог нас проверить». «В том-то и дело», — сказала Анна. «В столице никто не проверяет. Все боятся показаться недостаточно осведомленными». «А что, если он проверит?» — спросил Фрол. «К вечеру мы уже будем далеко. Мы собираем товар и уезжаем сразу после заката. Мы продали половину запасов, выручка огромная, цель достигнута». «А как же бизнес в столице?» — спросила Анна. «Наш бизнес — это наша свобода. Мы доказали, что можем играть на их поле. Теперь мы возвращаемся в Оквуд. Там нас ждет реальная работа, а не интриги». Пых вылез и довольно потер лапки. «Хорошо разыграли. Валерий до сих пор сидит и потеет. И, кстати, на выходе я подменил его список наших конкурентов на рецепт приготовления тыквенной каши. Пусть и развлекается». Я рассмеялась. Вечер был прекрасен. Мы не просто выжили, мы победили. Но впереди нас ждал Оквуд, и я чувствовала, там нас ждет что-то гораздо более важное. Возвращение в Оквуд напоминало триумфальное шествие. Когда мы въехали на ферму, нас встретили Митрич и Степан. С таким выражением лиц, будто мы вернулись после битвы с драконом. «Госпожа Анна, Виктория, в Оквуде все тихо, но люди стали приходить к воротам каждый день. Спрашивают, когда будут новые поставки». Анна сбросила дорожный плащ, поправила волосы, глубоко вдохнула воздух своей фермы. «Значит, мы укрепили бренд. Теперь самое сложное — не уронить планку». Я смотрела на нее и видела, как она меняется. Она была не HR-директором в изгнании. Она была владелицей бизнеса, которая знала каждый кустик, каждый инструмент и каждого работника по имени. «Слушай, Анна», я подошла к ней, «мы ведь правда можем расшириться. Не только овощи, если мы наладим поставки муки, меда». «Ты опять про масштабирование?» «Ты права. Мы создали платформу. Теперь нужно наполнить ее смыслом». Вечером, сидя на крыльце, мы обсуждали наше будущее. Мы были двумя женщинами из 21 века, которые застряли в Средневековье, но могли построить то, чего у нас не было в той жизни – реальное партнерство. «Знаешь, — вдруг сказала Анна, — в той жизни я никогда не понимала, почему ты всегда так стремишься к конфликту. Я думала, ты хочешь разрушить все, что я строю. А я думала, что ты хочешь задушить все живое своими правилами», — ответила я. Оказалось, что мы просто смотрели на задачу с разных сторон. Мы обе замолчали. Нам не нужно было ничего доказывать. Мы уже прошли путь от ненависти до уважения, от соперничества
до Союза. Пых, сидевший рядом, тихонько сопел, перебирая какие-то коренья. «Ну, — проворчал он, — теперь вы хоть понимаете, что Земля — это не офис. Здесь нельзя нажать «отменить». Здесь нужно либо вырастить, либо умереть. И вы, девки, похоже, решили вырастить. Это хорошо, я, пожалуй, останусь». «Куда ты денешься, Пых?» Я потрепала его по голове. А на следующее утро начался новый этап. Мы не пошли в ратушу, мы пошли в поле. Мы начали новую посевную, уже с прицелом на будущий год. Мы наняли новых людей, расширили сектор полива, начали строить теплицы. Наша жизнь превратилась в ежедневный, тяжелый, но невероятно осмысленный труд. Мы больше не ненавидели друг друга. Мы стали мы. Две попаданки, которые однажды случайно оказались в одном лифте, а теперь держали в руках экономику целого региона. И где-то там, в глубине души, я знала, если однажды лифт снова придет на минус первый этаж и вернет нас в наш бизнес-центр, мы не сможем вернуться к старой жизни, потому что мы уже знали вкус настоящей победы. Победы, которую не нарисуешь в отчетах. Победы, которую можно попробовать на вкус. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!